Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы поговорим, какие операторы сравнения бывают, и также научимся их использовать. Также разберем именно вот такие операторы сравнений. В программировании операторы сравнений всегда выполняют два действия. Первое – это они выполняют логику сравнения. Например, я использую нами уже знакомый оператор сравнения 3 равно и напишу вот так вот. Первый этап – это логика сравнения, где у нас сравнивается левое и правое выражение по типу условия. Второе – это результат переобразовывается в булевый тип. То есть, если я сделаю сейчас вот такую вот переменную is, то в нее у нас запишется слово false. Потому что оператор 3 равно не только сравнил эти значения, но и также результат переобразовал в другой тип данных. Давайте, например, я отредактирую это условие, напишу его по-другому. Вот так вот. И в такой записи это будет уже true. То есть этот оператор сделал по факту то же самое. Первое, он сравнил левое и правое выражение по типу условия, типа больше-меньше. А второе, результат переобразовал в булевый тип. Все операторы сравнений переобразовывают в общем результат в булевый тип. Это очень важное замечание. Давайте разберем каждый оператор сравнения по отдельности. Начнем с изначально нам уже знакомых, это больше-меньше. То есть вот так вот это у нас true, вот так вот это у нас false. Где мы сравниваем, если 10 больше 2, то это true. Если 10 меньше 2, то это false. И на этой почве я хочу написать еще один пример. Я сделаю переменную а и переменную b. У них будут полностью одинаковое значение. После чего я вот так вот сделаю переменную result и в нее буду присваивать a больше b. Как вы думаете, что здесь будет? Попробуйте подумать логично. И правильный ответ таков, что в данный момент переменной result будет false. Почему false? Потому что, как работает этот знак, он сравнивает больше ли десятка 10. Но это неправда. Они равны, они одинаковы. И из-за того, что это не больше этого, у нас получается false. Но как нам учесть этот момент, когда эти значения могут быть равны друг другу? Для этого я уже должен использовать другой оператор. Не вот этот, а вот такой. То есть я добавил сейчас одно равно, и это в комплексе дает мне совершенно другой оператор. Больше равно. И в такой конструкции мы сразу можем заметить в консоли, что там true. Так как мы уже учитываем момент того, что эти переменные могут иметь одинаковое значение. Точно так же будет, если я напишу и вот это. То есть это true, а если я равно это уберу, это будет уже false. Окей. В принципе, операторы больше-меньше, больше равно, меньше равно, они не должны быть сильно трудными. В принципе, если вы проходили математику в школе, то это должно быть вам понятно. Я напишу уже другое условие, такое как 3 равно. Вам оно тоже знакомо из прошлого урока. В принципе, тут логично предположить, что будет true. Так как переменная a равняется переменной b. Но сейчас я делаю небольшую коррекцию. Я сделаю одну из десяток строкой. Как мы помним, оператор 3 равно, он сравнивает не только значения, то есть эти десятки, но и тип данных. То есть у нас переменная a имеет тип данных number,
И эта штука у нас сравнивается с типом данных string, ну потому что b это строка. И в данной конструкции переменную result запишется false. Ну, верно, разные типы данных, значит они друг другу не равняются. Если мы хотим, чтобы данное условие дало true, мне нужно использовать другой оператор сравнения. Значит, есть оператор сравнения 3 равно, а есть 2 равно. Я убрал один символ, и это уже работает по-другому. Есть такой оператор, как 2 равно, и он не учитывает, то есть он не сравнивает типы данных. Он смотрит только на значение. И при просмотре этого значения, он увидел, что 10 10 равняется, поэтому выдал true. Значит, есть два варианта сравнения. 2 равно и 3 равно. Практически одинаковы, но их разница заключается в том, что 3 равно смотрят на тип данных и сравнивают тип данных левого и правого выражения, а 2 равно не сравнивают их. То есть они сравнивают только значения. Вы, кстати, заметили, что в программировании от количества знаков зависит то, как это будет работать. Ну, например, если это вообще одно равно, то это что у нас? Это вообще логика присвоения. То есть я в переменную а записываю 10. Ну, в данном случае. 2 равно это уже другое действие. Мы что делаем? Мы сравниваем левое и правое выражение. А 3 равно это тоже условие сравнения, но более серьезное. То есть мы еще учитываем тип данных. В программировании все построено на мелочах. Как раз если вы эти мелочи будете разбирать, вам будет очень просто. Так что будьте внимательны в том моменте, сколько равно вам нужно использовать. От количества символов зависит то, что вы делаете. И давайте напоследок рассмотрим еще вот такой оператор сравнения. И не равно. Этот оператор, он получается очень похож на равно, только работает наоборот. Типа я здесь говорю о том, не равняется ли А Б. И если они друг другу не равны, в переменную result запишется true. В данный момент записалось false, ну потому что как бы 10 10 равняется. Если я в b запишу девятку, другое значение, то переменная result будет true. Чтобы лучше закрепить этот момент, я ниже пропишу несколько примеров. Например, вот такая штука у нас дает true. Потому что 1 одному равняется. Вот такая штука дает false, так как 3 равно учитывает тип данных. Вот такая опять даст true. И вот такой вариант также дает true. Если я напишу вот такой вариант, не равно, данная запись даст false, потому что 1 на самом деле одному равняется. Если напишу вот так, то это уже true, потому что правда 1 2 не равняется. Чтобы закрепить, давайте еще сделаем несколько примеров. Я сделаю вот так вот. 9 не равняется 9. Что тут будет? А ну подумайте и скажите мне. И правильный ответ тут будет false. И давайте еще один момент. Я возьму 10. 2 равно 10. Что у нас тут будет? Подумайте, и я скажу ответ. Правильный ответ это true. Окей, надеюсь, вы поняли, как работают данные операторы. В общем, мы сегодня прошли вот такие операторы условий, каждый из которых позволяет нам сделать какое-то свое уникальное условие сравнения, каждый из которых помогает нам написать свое уникальное условие. Не забываем, что все операторы сравнений всегда выполняют два действия. Первое – сравнивают левое и правое выражение по типу условия.
Второе. Переобразовывает результат в булевый тип. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.